сегодня хотела бы вам показать, как сделать закрытие. В прошлом видео я показывала, как делать вот такое окончание перед закрытием. 2 ряда. Вот на нижнем образце это по поворотными рядами. На верхнем образце это уже в изделии. Реглан сверху. Закрытие уже идет по кругу. На нижнем образце я закрывала спицами больше диаметром. Видите, немножечко оно такое волнистое. На верхнем образце в изделии это уже меньше размером. Ну, то есть это выбор за вами. Если закрывать спицами больше размером, то возможно тогда вот такой эффект получится. Немножечко поволнистее. Значит, первым я буду показывать на поворотных рядах. При поворотных рядах мы снимаем кромочную, делаем накид, обычный накид, провязываем лицевой, несмотря на то, что перед нами изнаночная. И этот накид протягиваем, и эту петлю протягиваем через накид и кромочную. Снова делаем накид, провязываем с левой спицы петлю лицевой и протягиваем ее через предыдущую и накид. Снова делаем накид, провязываем лицевой с левой спицы петлю и протягиваем провязанную через накид и предыдущую. Снова делаем накид, провязываем и протягиваем через накид и предыдущую. Таким образом продолжаем дальше. Накид, лицевая, протягиваем через накид и предыдущую. Накид, лицевая, протягиваем через накид и предыдущую петлю. Накид, лицевая, протягиваем через накид и предыдущую петлю. Вот таким образом уже образуется у нас, видите, закрытие. Вот такие волнушечки. И видим, что косичка у нас, видите, уходит на изнаночную сторону. Продолжаем далее. Делаем накид, провязываем лицевой. Эту петлю протягиваем через накид и предыдущую петлю. Снова делаем накид, провязываем лицевой, протягиваем эту петлю через накид и предыдущую. Продолжаем так до конца ряда закрытия. Кромочную мы также делаем накид и тоже провязываем лицевой и протягиваем через накид и предыдущую петлю. Вот таким образом выглядит на поворотных рядах закрытие. Точно так же будет выглядеть закрытие и на круговом вязании. Есть только маленькая разница в том, что у нас здесь нет кромочной петли. Снимаю уже маркер, хотя пусть останется пока. Значит, мы делаем накид, провязываем лицевой. И первую петлю мы протягиваем только через накид. Снова делаем накид, провязываем лицевой. И эту провязанную петлю мы протягиваем через накид и предыдущую, вот уже со второй. Только в первой петле у нас будет разница. Снова делаем накид, провязываем лицевой и протягиваем провязанную петлю через накид и предыдущую. Снова делаем накид, провязываем лицевой
и протягиваем через накид и предыдущую. Я сейчас провяжу еще несколько. Закрою несколько петель таким образом с предварительным накидом. Я пробовала закрывать и изнаночными петлями. Эффект совершенно другой, поэтому именно лицевыми. Я сейчас вот перенесу эту петельку, и мы посмотрим, что образуется. Вот такое закрытие. Косичка, получается, закрытие уходит у нас на изнаночную сторону. Ее на лицевой стороне практически не будет видно. Накид, провязали лицевой следующую с левой петли и протянули через накид и предыдущую петлю. Я уже могу снять маркер, чтобы он не мешал мне. Снова накид, провязываем лицевой и протягиваем через накид предыдущую петлю в эту провязанную петлю. Накид лицевая, протягиваем провязанную через накид и предыдущую петлю. Вот таким образом мы действуем по кругу. Вот так вот выглядит закрытие. Точно так же, как и при поворотных рядах. Вот так косичка у нас, видите, она получается, уходит на изнаночную сторону. И здесь точно так же на лицевой стороне выглядит вот так. Косичка уходит на изнаночную сторону. Вот она, косичка закрытия. Если вам понравился этот способ, ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте. Всего доброго, Марина.